Коллеги, всем добрый день, надеюсь, вы успели соскучиться, и выпуски будут выходить так же часто, как и сейчас. Давайте не будем затягивать, а скорее перейдем к новостям. Начнем не с самой приятной новости из РФ, где в офис DATS Steam нагрянули силовые структуры с обысками. Из всех проектов группы компаний ребят в форме интересовал именно MostBet. Кроме MostBet Partners, в DATS также входят аффилиат сети L-Gaming, CPA Getty и Shakes, ну и может быть что-то еще, но я об этом не знаю. Задержали Сергея Лагутенко, которого считают одним из главных организаторов MostBet. Также ему приписывают участие в других iGaming и аффилиат проектах, в том числе Leadbeat и аффилиат конференцию MAC, которая пройдет уже в мае. Наш анонимный инсайдер сообщил, что Сергея домой не отпустили, и последующие 2 месяца он проведет в СИЗО в ожидании суда, который вот и решит меру пресечения. Многие в комьюнити считают, что это ГГ, и легкой кровью тут уже отделаться не получится, поскольку возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация азартных игр», которая предусматривает до 6 лет лишения свободы. Также есть информация, что следователи провели обыски в 15 квартирах, 5 офисах и допросили более 40 бывших и небывших сотрудников MostBet, и по всей вероятности этот процесс не прекращается. Также в некоторых СМИ можно увидеть информацию, что якобы нашли предполагаемого бенефициара MostBet, которым может являться экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, или Аваков, извините. Но я бы данной новости не стал верить особо, относился скептически, поскольку это все может быть не более чем вброс. Издание «Лента» обнаружило, что бренд управляется агентством Venson Ltd, которое в свою очередь также управляет 2 компаниями, задекларированными Аваковым еще в 2016 году. На одном из профильных ресурсов для переводчиков была обнаружена страница сотрудницы Venson Ltd, на аватарке которой был MostBet. Также в описании говорилось, что команда переводит тексты и контент на более чем 80 языков мира и ищет редакторов-переводчиков, чтобы они занимались тем же самым. Также на некоторых страницах Venson фигурируют электронные адресы, зарегистрированные на домене MostBet. Я думаю, многие из вас помнят события прошлого года в РФ, когда к арбитражным командам The M-Team, Marsa Team, Marlerina Group тоже нагрянули с обысками, и чем данная ситуация закончилась, мы до конца с вами не знаем. Но теперь, видимо, пришла очередь отрабатывать операторов, поэтому, ребята, ждем горячий сезон облав и задержаний. Также многие говорят о том, что это все происходит в преддверии легализации онлайн-казино, которая, скорее всего, произойдет уже этим летом. Вот сегодня даже появилась новость о том, что, может быть, это уже в апреле произойдет, но как-то слабо в это верится. Может быть, это все вброс и фейк, но у нас точно есть мысли. Мы можем полагать, мы можем предполагать, что онлайн-казино в 2026 году будет запущено в РФ. Легально. Если вы вдруг работаете на РУ, находясь в РУ, прекращайте. Не надо. Пожалуйста. Поберегите свою свободу. Ходят слухи о iGaming подразделении, которое сейчас очень плотно и хорошо будет ко всем наведываться в гости. Берегите себя. Берегите себя, берегите себя, берегите всех. Берегите вас, берегите ваших родных, берегите ваших друзей, берегите ваших коллег, берегите всех. Есть День Благодарения, а я придумал День Бережения. Есть, наверное, День Сбережений, а День Бережений, он про то, чтобы беречь всех. Hexel Gaming запускают венчурное подразделение. Любители енотов из Швеции объявили, что теперь они будут инвестировать деньги в молодые iGaming стартапы, связанные с сегментом игровых студий, разработки слотов. Также их интересуют технологические решения, их интересуют аналитические инструменты и какие-то новые проекты развлекательные, которые, в принципе, будут чем-то новым для iGaming индустрии. На бумаге все достаточно широко и размыто, как будто Hexel сейчас начнут инвестировать во все подряд, что имеет потенциал, и свой бренд казино откроют, и аффилиат команду свою сделают, чтобы на слоты Hexel лили, и свои Instant Crush игры начнут делать. Но мне все-таки кажется, что Hexel сейчас будет инвестировать в такие проекты, которые в конечном итоге как-то бустанут уже имеющиеся игры в портфеле Hexel. Помимо этого, они будут помогать операторам, с которыми Hexel работает. За несколько лет Hexel Gaming выстроили достаточно широкую дистрибуцию, они зашли ко многим крупным операторам в хорошо регулируемые гео, и сейчас они предлагают этот путь сократить для молодых игроков, которые имеют классную идею, но не имеют технической базы, у них нету комплайенса, у них нету механик, математик и огромной сети операторов, которые с ними сотрудничают. В общем, Hexel устали лепить игры с енотом, им срочно нужны новые идеи и технологии. Ребята вон механику Hold and Win только сейчас начали в своих играх делать, так гляди, через год увидим первую Instant Crush игру. На самом деле, за
2024 года у провайдера действует OpenRGS, это Remote Gaming Server, это что-то типа Stake Engine, на котором молодые студии могут делать свои слоты, то есть на студии фронтенд, а HexoRGS берет на себя весь бэкенд и, как я сказал до этого, математику, дистрибуцию, комплайенс, механики, математики и все прочее. В таком формате с Hexo сотрудничают 8 игровых студий, среди них Black Seed, Bull Shark, Trusty, Kitsune, Now Now, Ace Roll, Jinx, Pineapple Play и Foxhound. С большим интересом будем наблюдать, куда данный путь заведет Hexo Gaming, ну а я жду слот Летрав. Провайдер Pragmatic Play добавил в свои слоты кнопку лобби, которую можно увидеть в правом верхнем углу слота. Увидеть ее можно не на всех продуктах и не в демо-режиме, она доступна только в игре на реальные деньги. Что она из себя представляет? Это просто хаб игр от Pragmatic. То есть, если вы устали крутить своего славного рыбака Big Bass, просто жмете кнопку лобби и можете уже внутри слота перейти на другой слот, что сокращает ваш путь до следующей игры и позволяет вам не наблюдать других провайдеров перед своим лицом. Лобби включает в себя раздел новинок, рекомендаций, поиск, фильтр. Также там можно найти турниры, можно найти инстанты краши от Pragmatic. Да, они есть, если вы не знали. У них есть Spaceman и краш по Big Bass точно. И вообще много у них есть всякого говна. Подобное лобби я припоминаю только у Evolution, которая у них доступна в их лайв-играх. Там вы можете также нажать, увидеть абсолютно все игры с живыми дилерами, игровые шоу, которые вам доступны. Это действительно очень удобно, поэтому мы надеемся, что данную практику все возьмут на вооружение, и сейчас все дружно начнут разрабатывать свое лобби. Но, учитывая, как быстро у нас изменения на продуктах вводятся, я думаю, что через годика-два лобби может и появиться еще у кого-нибудь. Коллабу года, коллеги! Бывший футболист Манчестер Юнайтед Райан Гиггс поздравил всех девушек с 8 марта и призвал отметить данное событие на сайте оператора F168. По названию оператора, я думаю, вы догадались, что данный ролик был направлен на Азию, а именно на вьетнамских игроков, поскольку если в названии бренда вы видите кучу цифр, это точно азиатская диаспора. После поста Гиггса на него обрушились британские СМИ с критикой, припомнили ему еще момент, что он как-то играл со своей бывшей девушкой в бокс, и с ее сестрой тоже он играл в бокс. И, в общем, после второго слушания она почему-то передумала давать против него показания, вот почему-то как-то так. Видимо, он ей сказал, что он еще раз будет играть с ней в бокс. Когда я писал сценарий к данному выпуску, я, конечно же, пошел смотреть его соцсети и был приятно удивлен, когда обнаружил, что Райан Гиггс выполняет роль профессионального поздравлятора 3000 для F168. Буквально недавно он также в Страта поздравлял людей с 14 февраля, а также с Новым годом, а также с Рождеством, а также с играми Юго-Восточной Азии, а также с Хэллоуином, а также с фестивалем середины осени, который празднуется в Азии. Белый широкоглазый амбассадор-поздравлятор — это то, чего хотят китайцы сегодня. OneWin вывезли своих VIP-игроков из Дубая после массированной атаки Ирана по Объединенным Арабским Эмиратам. Изначально в нескольких СМИ и ТГ-каналах начала появляться информация, что якобы OneWin выкупил все частные джеты в Дубае, чтобы вывести своих игроков, но позже Овнер OneWin в своем телеграм-канале опроверг данную новость, заявив, что действительно своих випов они вывозят, но речи о том, чтобы парализовать воздушное сообщение частных джетов, о таком речи не шло. Я думаю, что каждый из вас знает последние новости в мире, что сейчас ситуация немного напряженная, а вблизи аэропорта Дубая она особенно напряженная, потому что с начала марта уже было 3 эпизода, когда что-то там прилетало, что-то там взрывалось, что-то там горело и небо закрывали. Вот, поэтому аэропорты работают частично, некоторые люди до сих пор ждут свои самолеты домой, и вот в OneWin решили хорошо отработать ситуативочку. Я очень рад за всех и за себя, кто успел слетать на Сигму, она же AIBC в Дубае, вернуться домой целыми невредимыми и не застать Третью мировую войну. Но если бы я был там... Чуть позже OneWin опубликовали ролик, в котором показали лица счастливых випов, которые спасают свои задницы из апокалипсиса. Позже часть каналов накинулись на OneWin с обвинениями в том, что те почему-то решили не скрывать лица своих игроков и говорили о том, что у ребят вообще-то из-за этого могут быть проблемы. Но, по моему мнению, ребят, наверное, спросили,
Они дали свое согласие, и поэтому вы видите их лицо в кадре. А не так, что Ван Вин кого-то там пытался подставить спасением из бомбардируемого Дубая. Также на хайпе этого инфоповода следующим днем Ван Вин предложили всем игрокам с VIP-статусом у других продуктов обменять его на VIP-статус у Ван Вин. Припомнив, что вообще-то с VIP-статусом Ван Вин вас, если что, из-под обстрела могут private джетом вывести. Хайпят на военном конфликте не только Ван Вин, но и оператор Jackpot.bet, который запустил собственную эксклюзивную инстант-игру с RTP 96% Strike Zone. Посвящена она конфликту на Ближнем Востоке. Ракета из Ирана летит в страны-соседи. У каждой страны есть свой коэффициент, всего 16 стран. Сейчас я коэффициенты выведу к вам на экран. То есть геймплейно это что-то типа рулетки, но без зеро и с разными множителями. Такой вот у нас инстант, друзья. В игру я зашел, но чтобы увидеть анимацию того, как летит ракета, надо было депать, поэтому я решил не депать, извините, простите, вот, поэтому без видеоряда. В Кот-д'Ивуаре Melbet представили свою собственную пчелиную пасеку. Да, вы не ослышались. Пчелиную пасеку. Би-муви. Что у меня в голове уже происходит, я не знаю. В Кот-д'Ивуаре Melbet представили свою собственную пчелиную пасеку в рамках проекта Нектар Melbet. Ребята поставили 50 ульев Melbet на площади 500 квадратных метров, которые будут генерировать более 2000 килограмм меда в год. Это 2 тонны меда в год, между прочим. Обучили людей, выдали им брендированную экипировку и, конечно же, все это дело красиво пофотографировали. Они мне на прошлый Новый год присылали конфеты шоколадные ручной работы с медом внутри. В посте сделан особый акцент на женщинах, и тут либо ребята хотели залететь в последний вагон с 8 марта, либо сделать такой акцент, что пчеловодство как бы мужской труд, но тем не менее огромное количество женщин в Африке занимаются им. Кто-то из вас, негодяев, скажет greenwashing, а я скажу вам, лучше делать что-то, чем не делать ничего, поскольку, наверное, сейчас у многих вообще в мире iGaming ассоциируется с дьяволом, с сатаной и с 3 шестерками. Поэтому я такие благотворительные инициативы поддерживаю и буду поддерживать. Поэтому, если вы делаете что-то благотворительное, то iGaming News, скорее всего, об этом напишет бесплатно. Ну и также есть информация о медийных охватах компании, 500 тысяч пользователей в веб-медиа и 5,8 миллионов в соцсетях. Вдруг вам эта цифра для чего-то нужна? В Кейптауне на конференции Sigma Africa сгорел стенд Choice Gaming, задев стенды Creed Rooms, 22bet и Melbet. Тут, коллеги, не знаю даже как закомментировать это. Очень жаль, что такое произошло. Очень жаль, что ребята потеряли деньги. Очень жаль, что те, у кого не загорелось, тоже пострадали. И посетители, наверное, задавали вопрос, а что у вас тут вообще произошло? Сейчас самое интересное, это, наверное, было бы понять причину возгорания. Я лично не считаю и не думаю, что это был какой-то умышленный поджог с целью уничтожить конкурента, и чтобы следующим утром сотрудникам негде было стоять и сидеть и нетворкать. Все-таки полагаю, что это было какое-то короткое замыкание, проблема с проводкой. Поэтому, коллеги, огнетушитель — наше все. В Казахстане полный коллапс у легальных букмекеров, и причина тому не технический сбой, а регуляция. Да, коллеги, регуляция, класс, регулирование топ, закручивание гаек топ. Йоу. 4 марта большинство казахстанских букмекеров приостановили прием депозитов и выводов со своих продуктов, поскольку теперь все операторы должны быть подключены к системе ЕСУ, это единая система учета ставок, поэтому теперь, если вы к ней не подключены, то и выводить, и принимать деньги вы не можете. На фоне этой ситуации только у Фонбет и Винлайн все было хорошо, поскольку они уже заранее подсуетились и, имея опыт работы с ЦУПИСом в РФ, нормально подключились к ЕСУ. В это же время гейминг-операторы без локальной лицензии вводят и выводят средства через мобильных операторов, таких как Билайн, Теле2 и другие. На фоне данного прекрасного события, я думаю, несложно догадаться, что произошло. С 4 по 10 марта запрос на нелегальных iGaming-операторов вырос в 2,5 раза, что логично, поскольку в Казахстане достаточно
плохо дела с игровой зависимостью. Много там людей, которые делают это часто, регулярно. И если вы отобрали у них что-то, ждите того, что они найдут, где это сделать. По оценке Offsite КЗ за первые дни марта более 60% трафика ушло в серую зону. Данные о потере оцениваются около 5 миллионов долларов прямого ущерба для налоговой системы. Если это и дальше будет продолжаться, умножим это на год, потери бюджета составят около 3,5 миллиардов долларов. Также свежая новость от сегодня. С 27 марта всех букмекеров обяжут платить 3,3% с каждой ставки в единую систему учета. Документ предусматривает, что с каждой ставки будет взиматься 3,3%, которые потом будут направляться в ЕСУ, а ЕСУ уже дальше будет распределять эти деньги следующим образом. 45% будет идти через единого оператора на развитие физической культуры и развитие спорта, 21% фонд Национального олимпийского комитета Казахстана, 21% в общественный фонд Казахстан Халкына и 13% на функционирование этой самой системы ЕСУ и обеспечение деятельности юридического лица, отвечающего за ее работу. Я думаю, многие замечают, что Казахстан становится все горячее и горячее на Йемин-карте, все больше уголовных дел, все больше агентства по финансовому мониторингу объявляет международный розыск, все больше каких-то реформ, в том числе вот это с платежками, и лудомания так и остается на высоком уровне. У меня есть теория, что правительство Казахстана просто решило затестить. А что будет, если мы просто им обрубим возможность пополнять счет и выводить деньги? Спойлер, ничего хорошего не ждите, ничего классного в этом не будет. И чем раньше правительство Казахстана это осознает, тем лучше для всей индустрии. Ну, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр, что досмотрели до конца. С вами, если вы вдруг забыли, был я, главный редактор Gaming News, Антон Дрозд. Я с вами не прощаюсь. Увидимся через 2-3 недели. Пока. Венсел... Что ж я говорю? Поэтому тут как бы жопа. Ща. Остановитесь!